Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня я покажу вам, как связать мозаичное вязание мозаикой. То есть это однофантурный условный жаккард без протяжек на одной фантуре с двухсменным сменником цвета. То есть мы будем пользоваться одной фантурой, двухфантурным мостиком, двухфантурным сменником цвета, но будем вязать на одной фантуре. Итак, я уже связала небольшой задел резинкой 1,1. И теперь перенесу я петли с передней фантуры на заднюю фантуру с помощью вот этой трансферной каретки. Наверху сейчас будет ссылка, как настроить трансферную каретку и как ею пользоваться. Итак, переводим соотношение игл на H. Далее выдвигаем иглы все по задней игольнице, плюс 5 игл здесь. И у нас лапка на каретке здесь опущена вниз. И просто уверенно едем. Видно, что все петли у нас перенеслись. Я провела. Вот, все у нас прекрасно получилось. Снимаем каретку. Чтобы убедиться, опускаем, смотрим. Вот у нас красиво все перенеслось. Хочу немножко добавить про набор и как сделать красивый набор, работающий долгие годы и не растягивающийся на машине. Наверху появится сейчас ссылочка, как это сделать. Итак, приступим к своему вязанию мозаичного узора. У меня машина 940-я. Перед тем загружаем через провод или через картридж, какая у кого машина, или ставим туда карту, перфокарту и рисунка. Я выбираю 905 рисунок у меня и ставлю на первый ряд. Для того, чтобы нам было удобнее вязать, каретку с передней фантуры я просто снимаю. Просто снимаю, чтобы она нам не мешала. Итак, каретка снята. Я провяжу каретку справа на правую сторону, то есть слева направо на рабочей плотности поставлю 7. И видно, что очень нормально провязывает машина все эти петли по краям. Еще можно сюда ставить такие железки продолговатые, у меня где-то они затерялись. Итак, устанавливаем каретку на правую сторону, на электронных за магнит и включаем на КЦ. То есть считываем первый ряд. Считываем первый ряд. Файлы мои подготовлены так, что здесь показывается номер цвета, которым нужно вязать. Первый ряд я поставила на первый ряд. Вяжем справа налево. Про то, как подготовить файлы для электронных машин, есть ролики для перфокарточных машин, также ссылочка, смотрим наверху. Итак, вяжем теперь первый ряд, первый считывающий ряд. Вот машина считала у меня первый ряд первым цветом. Показано здесь в окошке. Далее я нажимаю по выбору. Можно нажимать 2 кнопки тук и вязать. Можно нажимать 2 кнопки парт,
А можно и делать такую комбинацию. В одну сторону машина будет вязать парт, в другую тук. То есть их нажимаем одновременно. Я выбираю вариант 2 кнопки тук и просто вожу кареткой. Сейчас провяжем сейчас туда-обратно первый цвет. Вяжем. Второй ряд. Отобрали с иглы, и в окошке у нас видно, что сейчас нам необходимо вязать вторым цветом. Идем сюда, меняем цвет и вяжем цветом номер 2. И таким образом, вот опять первым цветом. У нас все время в окошке меняется значение цвета. И когда у нас каретка находится здесь у цветосменника, мы видим, что в окошке у нас показано, что надо вязать вторым цветом. Нажимаем второй цвет и провязываем. Вязание идет очень быстро. Почему я рассказываю про именно вязание с двухцветным сменником цвета? Потому что обычно те, у кого двухфантурные машины, скорее покупают двухфантурный сменник цвета, чем однофантурный. Итак, свяжем образец и посмотрим, что же у нас получилось. Все время мы можем следить на экране за подсказками. И сейчас посмотрим, что же у нас получилось. Снимаем с машины и смотрим, что же у нас тут получилось. Вот, видно, что очень у нас вот такой узор. Связан он был буквально вот онлайн, как идет видео. Прекрасно, удобно. Главное, что вязать очень удобно. Почему же все-таки про двухфантурный сменник цвета? Да я сама 35 лет в вязании, но сменник однофантурный вот только купила, скажу откровенно, даже не включала. То есть вот двухфантурный сменник цвета, который мы успешно можем применить для вязания двухфантурного жаккарда и других целей, может нам помочь и в вязании мозаичного узора. Итак, подписывайтесь, девочки, на канал, кому было полезно. Я очень рада, жду ваших отзывов и новых идей для роликов. На этом сегодня все. Пока-пока.